Гаррисон Бержерон, Курта Воннегута-младший. Гаррисон Бержерон, by Kurt Vonnegut Jr. И еще больше видео. For else more videos. Пожалуйста, поддержите канал. Please support the channel. Нравится. Like. Подписываться. Subscribe. Донат. Donate. Ссылка в описании. Link in description. Год был 2081. The year was 2081. И все, наконец, стали равны. And everybody was finally equal. Они были не только равны. They weren't only equal. Перед Богом и законом. Before God and the law. Они были равны во всех отношениях. They were equal every which way. Никто не был умнее, Nobody was smarter чем кто-либо другой. than anybody else. Никто не выглядел лучше, чем кто-либо другой. Nobody was better looking than anybody else. Никого не было сильнее или быстрее, чем кто-либо другой. Nobody was stronger or quicker than anybody else. Все это равенство было обусловлено. All this equality was due to the 211, 212 и 213 поправка к Конституции. 211th, 212th and 213th Amendments to the Constitution. И к непрекращающейся бдительности агентов Генерального гандикапера США. And to the unceasing vigilance of agents of the United States Handicapper General. Некоторые вещи в жизни все еще были не совсем правильными. Some things about living still weren't quite right. Хоть апрель для некоторых все еще сводит людей с ума, не будучи весной. Though April, for instance, still drove people crazy by not being springtime. И это было в тот липкий месяц, когда HG-мужчины взяли у Джорджа и Хизел Бержерон 14-летнего сына Гаррисона прочь. And it was in that clammy month that the HG men took George and Hazel Bergeron's 14-year-old son Harrison away. Это было трагично. It was tragic. Все в порядке. All right. Но Джордж и Хизел не могли подумать об этом жестко. But George and Hazel couldn't think about it very hard. У Хизел был совершенно средний интеллект. Hazel had a perfectly average intelligence. Что означало, что она не могла думать о чем угодно, кроме коротких очередей. Which meant she couldn't think about anything except in short bursts. И Джордж. And George. В то время как его интеллект был намного выше нормы. While his intelligence was way above normal. Имел небольшое радио с умственным гандикапером в его ухе. Had a little mental handicap radio in his ear. Он был обязан по закону носить его все время. He was required by law to wear it at all times. Он был настроен на правительственный передатчик. It was tuned to a government transmitter. Каждые 20 секунд или около того. Every 20 seconds or so. Передатчик пошлет резкий шум, чтобы такие люди, как Джордж, не стали несправедливым преимуществом их мозгов. The transmitter would send out some sharp noise to keep people like George from taking unfair advantage of their brains. Джордж и Хизел смотрели телевизор. George and Hazel were watching television. У Хизел были слезы на щеках. There were tears on Hazel's cheeks. Но на данный момент она забыла, о чем они. But she'd forgotten for the moment what they were about. На экране телевизора появились балерины. On the television screen were ballerinas. В голове Джорджа прозвучал зуммер. A buzzer sounded in George's head. Его мысли бежали в панике. His thoughts fled in panic. Как бандиты от охранной сигнализации. Like bandits from a burglar alarm. Это был очень красивый танец. That was a real pretty dance. Этот танец, который они только что сделали, сказала Хизел. That dance they just did, said Hazel. Ага, сказал Джордж. Huh, said George. Этот танец. That dance. Это было приятно. It was nice. Сказала Хизел. Said Hazel. Ага, сказал Джордж. Yup, said George. Он попытался немного подумать о балеринах. He tried to think a little about the ballerinas. Они были не очень хороши. They weren't really very good. Не лучше, чем кто-либо другой. No better than anybody else would have been. В любом случае. Anyway. Они были обременены поясами и мешками с птичьими шортами. They were burdened with sash weights and bags of birdshot. И их лица были в масках. And their faces were masked. Чтобы никто, видя свободный изящный жест или симпатичное лицо, so that no one seeing a free and graceful gesture or a pretty face
Было бы похоже на кошачий наркотик. Would feel like something the cat drug in. Джордж играл с смутным представлением о том, что танцоры не должны быть инвалидами. George was toying with the vague notion that maybe dancers shouldn't be handicapped. Но он не прошел очень далеко с ним, прежде чем еще один шум в ухе радио рассеял его мысли. But he didn't get very far with it before another noise in his ear radio scattered his thoughts. Джордж вздрогнул. George winced. Так же поступили и 2 из 8 балерин. So did 2 out of the 8 ballerinas. Хизел видела, как он вздрагивал. Hazel saw him wince. Сама не имеющая умственных недостатков. Having no mental handicap herself. Она должна была спросить Джорджа. She had to ask George. Какой последний звук был? What the latest sound had been. Похоже, кто-то ударил молотком по бутылке с молотком с шариковой ручкой, сказал Джордж. Sounded like somebody hitting a milk bottle with a ball-peen hammer, said George. Думаю, это было бы очень интересно. I think it would be real interesting. Слышать все разные звуки. Hearing all the different sounds. Сказала Хизел немного завистливая. Said Hazel a little envious. Все, что они придумывают, урно, сказал Джордж. All the things they think up, earn, said George. Только если бы я был генералом гандикапера. Only if I was handicapper general. Ты знаешь, что бы я сделала, сказала Хизел. You know what I would do, said Hazel. Хизел на самом деле имела сильное сходство с генеральным гандикапером. Hazel as a matter of fact bore a strong resemblance to the handicapper general. Женщина по имени Диана Мунглэмперс. A woman named Diana Moon Glampers. Если бы я была Дианой Мунглэмперс, сказала Хизел. If I was Diana Moon Glampers, said Hazel. В воскресенье у меня был бы перезвон. I'd have chimes on Sunday. Просто куранты. Just chimes. Вроде как в честь религии. Kind of in honor of religion. Я мог подумать, если бы это были просто куранты, сказал Джордж. I could think if it was just chimes, said George. Ну, может быть, сделать их очень громкими, сказала Хизел. Well, maybe make 'em real loud, said Hazel. Думаю, я бы хорошо справилась как генеральный гандикапер. I think I'd make a good handicapper general. Хорошо, как и все остальные, сказал Джордж. Good as anybody else, said George. Кто знает лучше, чем я делаю то, что нормально, сказала Хизел. Who knows better than I do what normal is, said Hazel. Правильно, сказал Джордж. Right, said George. Он начал мерцать о своем ненормальном сыне, He began to think glimmeringly about his abnormal son, который сейчас сидел в тюрьме. who was now in jail. А Гаррисон. About Harrison. Но 21 оружейный салют в голове остановил это. But a 21-gun salute in his head stopped that. Мальчик, сказала Хизел. Boy, said Hazel. Это был Дузи, не так ли? That was a doozy, wasn't it? Это было так дурно, что Джордж был белым и дрожащим. It was such a doozy that George was white and trembling. И слезы стояли в ободках его красных глаз. And tears stood on the rims of his red eyes. 2 из 8 балерин рухнули на студийный пол. 2 of the 8 ballerinas had collapsed to the studio floor. Держали свои храмы. Were holding their temples. Внезапно ты выглядишь таким уставшим, сказала Хизел. All of a sudden you look so tired, said Hazel. Почему бы тебе не растянуться на диване? Why don't you stretch out on the sofa? Так что ты можешь положить сумку для гандикапа на подушках медовик. So's you can rest your handicap bag on the pillow's honey bunch. Она имела в виду 47 фунтов птичьих шорт в холщовой сумке, She was referring to the 47 pounds of birdshot in a canvas bag, которая была на шее Джорджа. which was padlocked around George's neck. Продолжай и положи сумку на немного, сказала она. Go on and rest the bag for a little while, she said. Мне все равно, что ты мне не равна какое-то время. I don't care if you're not equal to me for a while. Джордж взвесил сумку руками. George weighed the bag with his hands. Я не против, сказал он. I don't mind it, he said. Я не знаю. I don't. Заметь это больше. Notice it anymore. Это просто часть меня. It's just a part of me. Ты так устал в последнее время, вид изношен, сказала Хизел.
You've been so tired lately, kind of wore out, said Hazel. Если бы это было просто. If there was just Каким-то образом мы могли бы сделать небольшое отверстие в нижней части сумки. some way we could make a little hole in the bottom of the bag. И просто взять And just take некоторые из них свинцовых шаров. out a few of them lead balls. Всего несколько. Just a few. 2 года тюрьмы и штраф в $2000 за каждый шар, который я взял наружу, сказал Джордж. 2 years in prison and $2,000 fine for every ball I took out, said George. Я не называю это выгодной сделкой. I don't call that a bargain. Если бы ты мог взять несколько, когда вернешься домой с работы, сказала Хейзел. If you could just take a few out when you came home from work, said Hazel. Я имею в виду, I mean, вы здесь ни с кем не соревнуетесь. you don't compete with anybody around here. Ты просто сидишь. You just sit around. Если бы я попытался уйти с этим, сказал Джордж. If I tried to get away with it, said George. Тогда другие люди уйдут. Then other people get away Вместе с этим. with it. И довольно скоро мы снова вернемся в темные века. And pretty soon we'd be right back to the dark ages again. С соревнованиями всех против всех. With everybody competing against everybody else. Тебе бы это не понравилось бы. You wouldn't like that, would you? Мне бы это не понравилось, сказала Хейзел. I'd hate it, said Hazel. Вот ты где, сказал Джордж. There you are, said George. В ту минуту, когда люди начинают обманывать законы. The minute people start cheating on laws. Что, как вы думаете, происходит с обществом? What do you think happens to society? Если бы Хейзел не смогла найти ответ на этот вопрос, Джордж не мог поставить. If Hazel hadn't been able to come up with an answer to this question, George couldn't have supplied one. В его голове срабатывала сирена. A siren was going off in his head. Думаю, оно развалится, сказала Хейзел. Reckon it'd fall all apart, said Hazel. Что, безучастно сказал Джордж. What would, said George blankly. Общество, сказала Хейзел неуверенно. Society, said Hazel uncertainly. Разве это не то, что ты только что сказал? Wasn't that what you just said? Кто знает, сказал Джордж. Who knows, said George. Телевизионная программа была внезапно прервана для выпуска новостного бюллетеня. The television program was suddenly interrupted for a news bulletin. Это сначала не было ясно, о чем идет речь в бюллетене. It wasn't clear at first as to what the bulletin was about. Так как у диктора. Since the announcer, Как и у всех дикторов. like all announcers, Было серьезное нарушение речи. had a serious speech impediment. Около полминуты и в состоянии сильного возбуждения. For about half a minute and in a state of high excitement. Диктор пытался сказать. The announcer tried to say, Дамы и господа. ladies and gentlemen. Он, наконец, сдался. He finally gave up. Передал бюллетень балерине для чтения. Handed the bulletin to a ballerina to read. Все в порядке, сказала Хейзел о дикторе. That's all right, Hazel said of the announcer. Он пытался. He tried. Это самая большая вещь. That's the big thing. Он старался делать все, что мог, с тем, что дал ему Бог. He tried to do the best he could with what God gave him. Он должен получить хорошую прибавку за то, что так старался. He should get a nice raise for trying so hard. Дамы и господа, сказала балерина. Ladies and gentlemen, said the ballerina. Читая бюллетень. Reading the bulletin. Она должна была быть необычайно красива. She must have been extraordinarily beautiful. Потому что маска, которую она носила, была отвратительной. Because the mask she wore was hideous. И было легко увидеть, что она самая сильная и изящная из всех танцоров. And it was easy to see that she was the strongest and most graceful of all the dancers. Ее сумки с гандикапом были такими же большими, как те, которые носили 200-фунтовые мужчины. For her handicap bags were as big as those worn by 200-pound men. И ей пришлось сразу извиниться за свой голос. And she had to apologize at once for her voice. Что было очень несправедливым голосом для женщины использовать. Which was a very unfair voice for a woman to use.
Ее голос был теплым, Her voice was a warm, светящийся. luminous, Вневременная мелодия. timeless melody. «Извините меня», — сказала она. Excuse me, she said. И она начала снова, And she began again, делая ее голос абсолютно неконкурентоспособным. making her voice absolutely uncompetitive. Гаррисон Бержерон. Гаррисон Бержерон. 14 лет, сказала она Грик-крик. Age 14, she said in a grackle squawk. Только что сбежал из тюрьмы, Has just escaped from jail, где он содержался по подозрению в заговоре с целью свержения правительства. where he was held on suspicion of plotting to overthrow the government. Он гений и спортсмен-инвалид, He is a genius and an athlete is under-handicapped. а также And следует рассматривать как чрезвычайно опасный. should be regarded as extremely dangerous. На экране промелькнула полицейская фотография Гаррисона Бержерона. A police photograph of Гаррисон Бержерон was flashed on the screen. Прямо, Upside, вниз, down, затем боком, then sideways, снова прямо, upside down again, затем правая сторона вверх. then right side up. Картинка показала полную длину Гаррисона на фоне, откалиброванном в футах и дюймах. The picture showed the full length of Гаррисон against a background calibrated in feet and inches. Он был ровно 7 футов ростом. He was exactly 7 feet tall. Остальная часть появления Гаррисона была Хэллоуином и оборудованием. The rest of Гаррисon's appearance was Halloween and hardware. Никто никогда этого не делал. Nobody had ever. Рожденные более тяжелые гандикапы. Born heavier handicaps. Он перерос препятствия быстрее, чем HG-мужчины могли бы их придумать. He had outgrown hindrances faster than the HG men could think them up. Вместо маленького ушного радио для умственных недостатков. Instead of a little ear radio for a mental handicap, Он носил потрясающую пару наушников. he wore a tremendous pair of earphones. И очки с толстыми волнистыми линзами. And spectacles with thick wavy lenses. Очки предназначались для того, чтобы сделать его не только полуслепым, The spectacles were intended to make him not only half-blind, но чтобы дать ему, кроме того, головные боли. but to give him waging headaches besides. На нем висел весь металлолом. Scrap metal was hung all over him. Обычно была определенная симметрия. Ordinarily there was a certain symmetry. Военная аккуратность к ограничениям, выдаваемым сильным людям. A military neatness to the handicaps issued to strong people. Но Гаррисон выглядел как прогулочная свалка. But Гаррисон looked like a walking junkyard. В гонке жизни. In the race of life. Гаррисон нес 300 фунтов. Гаррисон carried 300 pounds. И чтобы компенсировать его хорошую внешность. And to offset his good looks. HG-мужчины требовали, чтобы он носил все время. The HG men required that he wear at all times. Красный резиновый шарик для носа. A red rubber ball for a nose. Держать брови сбритыми. Keep his eyebrows shaved off. И прикрыть его. And cover his. Даже белые зубы с черными шапками. Even white teeth with black caps at snaggle. Зуб случайный. Tooth random. Если вы увидите этого мальчика, сказала балерина. If you see this boy, said the ballerina. Не надо. Do not. Повторяю. I repeat. Не пытайся с ним договориться. Do not try to reason with him. Раздался визг двери, оторванный от петель. There was the shriek of a door being torn from its hinges. Визги и лающие крики ужаса доносились из телевизора. Screams and barking cries of consternation came from the television set. Фотография Гаррисона Бержерона на экране прыгала снова и снова. The photograph of Гаррисон Бержерон on the screen jumped again and again. Как будто танцует под мелодию землетрясения. As though dancing to the tune of an earthquake. Джордж Бержерон правильно определил землетрясение. George Bergeron correctly identified the earthquake. И он, возможно. And well he might have. Для многих было время, когда его собственный дом танцевал под ту же грохочущую мелодию. For many was the time his own home had danced to the same crashing tune. «Мой бог», — сказал Джордж. My God, said George. Должно быть, это Гаррисон.
That must be Harrison. Осознание было мгновенно взорвано из его разума звуком. The realization was blasted from his mind instantly by the sound of an Автомобильное столкновение в голове. automobile collision in his head. Когда Джордж снова смог открыть глаза. When George could open his eyes again. Фотография Харрисона исчезла. The photograph of Harrison was gone. Живое дыхание Харрисона заполнило экран. A living, breathing Harrison filled the screen. Звенящее клоунское и огромное. Clanking, clownish and huge. Харрисон встал в центре студии. Harrison stood in the center of the studio. Ручка выкручеванной двери студии все еще была у него в руке. The knob of the uprooted studio door was still in his hand. Балерины. Ballerinas. Техники. Technicians. Музыканты. Musicians. И дикторы покосились на колени перед ним. And announcers cowered on their knees before him. Ожидая смерти. Expecting to die. «Я император!» — закричал Харрисон. I am the emperor, cried Harrison. Ты слышишь? Do you hear? Я император. I am the emperor. Все должны сделать то, что я скажу. Everybody must do what I say at once. Он топнул ногой, и студия задрожала. He stamped his foot and the studio shook. Даже когда я стою здесь, сказал он. Even as I stand here, he bellowed. Хромой. Crippled, hobbled, sickened. Я более великий правитель, чем любой человек, который когда-либо жил. I am a greater ruler than any man who ever lived. Теперь смотри, как я становлюсь тем, кем могу становиться. Now watch me become what I can become. Харрисон порвал ремни своего жгута для инвалидов, как влажную папиросную бумагу. Harrison tore the straps of his handicap harness like wet tissue paper. Разорвал ремни, гарантированно выдерживающих 5000 фунтов. Tore straps guaranteed to support 5,000 pounds. Железные гандикапы Харрисона рухнули на половине. Harrison's scrap iron handicaps crashed to the floor. Харрисон засунул большие пальцы под штангу замка, который закрепил его голову. Harrison thrust his thumbs under the bar of the padlock that secured his head. Упряжь. Harness. Бар сломался, как сельдерей. The bar snapped like celery. Харрисон разбил наушники и очки о стены. Harrison smashed his headphones and spectacles against the wall. Он выбросил резиновый шаровой нос. He flung away his rubber ball nose. Показал человека, который поразил бы Тора, бога грома. Revealed a man that would have awed Thor, the god of thunder. Теперь я выберу свою императрицу, сказал он. I shall now select my empress, he said. Глядя вниз на съежившихся людей. Looking down on the cowering people. Позвольте. Let. Первая женщина, которая осмеливается подняться на ноги, претендует на своего друга и свой трон. The first woman who dares rise to her feet claim her mate and her throne. Прошло мгновение. A moment passed. А потом появилась балерина. And then a ballerina arose. Покачиваясь как ива. Swaying like a willow. Харрисон выщипал умственный гандикап из уха. Harrison plucked the mental handicap from her ear. Сорвал ее физические гандикапы с чудесной деликатностью. Snapped off her physical handicaps with marvelous delicacy. В последнюю очередь он снял с нее маску. Last of all, he removed her mask. Она была ослепительно красива. She was blindingly beautiful. Сейчас, сказал Харрисон. Now, said Harrison. Взяв ее за руку. Taking her hand. Должны ли мы показать людям смысл слова «танец»? Shall we show the people the meaning of the word dance? Музыка, он повелел. Music, he commanded. Музыканты вернулись в свои стулья. The musicians scrambled back into their chairs. И Харрисон лишил их гандикапов тоже. And Harrison stripped them of their handicaps too. Играйте как можно лучше, он сказал им. Play your best, he told them. И я заставлю вас. And I'll make you. Бароны, герцоги и графы. Barons and dukes and earls. Музыка началась. The music began. Сначала это было нормально. It was normal at first. Дешевый. Cheap. Глупый. Silly. Ложно. False. Но Харрисон выхватил двух музыкантов со стульев. But Harrison snatched two musicians from their chairs. Махал им как дубинками, когда пел музыку, как он хотел, чтобы она играла.
waved them like batons as he sang the music as he wanted it played. Он хлопнул их обратно в стулья. He slammed them back into their chairs. Музыка началась снова и была значительно улучшена. The music began again and was much improved. Харрисон и его императрица просто слушали музыку некоторое время. Harrison and his empress merely listened to the music for a while. Слушали серьезно. Listened gravely, Как бы синхронизируя их сердцебиение с ней. as though synchronizing their heartbeats with it. Они переложили вес на пальцы ног. They shifted their weights to their toes. Харрисон положил свои большие руки на крошечную талию девочки, Harrison placed his big hands on the girl's tiny waist, позволяя ей почувствовать невесомость, которая скоро станет ее. letting her sense the weightlessness that would soon be hers. А потом, And then, во взрыве радости и благодати, in an explosion of joy and grace, в воздух они поднялись. into the air they sprang. Мало того, что законы Земли были оставлены, Not only were the laws of the land abandoned, но закон гравитации и законы движения. but the law of gravity and the laws of motion as well. Они катились, They reeled, закружились, whirled, повернулись, swiveled, оборками, flounced, каперсы, capered, играли в азартные игры gambled, и крутились. and spun. Они прыгали, как олени по луне. They leapt like deer on the moon. Потолок студии был высотой 30 футов, The studio's ceiling was 30 feet high, но каждый скачок поднимал танцоров ближе к нему. but each leap brought the dancers nearer to it. Это стало их очевидным намерением поцеловать потолок. It became their obvious intention to kiss the ceiling. Они поцеловали его. They kissed it. А потом, And then, нейтрализация гравитации любовью и чистой волей. neutraling gravity with love and pure will. Они оставались приостановленными в дюймах ниже потолка. They remained suspended in air inches below the ceiling. И они долго целовали друг друга. And they kissed each other for a long, Долгое время. long time. Именно тогда Диана Мун Кламперс, It was then that Diana Moon Clampers, генеральный гандикапер, the handicapper general, пришла в студию с двуствольным дробовиком 10-го калибра. came into the studio with a double-barreled 10-gauge shotgun. Она выстрелила дважды. She fired twice. И император и императрица были мертвы до того, как упали на пол. And the emperor and the empress were dead before they hit the floor. Диана Мун Кламперс снова зарядила пистолет. Diana Moon Clampers loaded the gun again. Она нацелила его на музыкантов и сказала им, что у них есть 10 секунд, чтобы вернуть гандикапы. She aimed it at the musicians and told them they had 10 seconds to get their handicaps back on. Именно тогда телевизионная трубка Бержеронов сгорела. It was then that the Bergerons television tube burned out. Хизел обратилась, чтобы прокомментировать отключение электроэнергии Джорджу. Hazel turned to comment about the blackout to George. Но Джордж ушел на кухню за банкой пива. But George had gone out into the kitchen for a can of beer. Джордж вернулся с пивом, остановился, пока сигнал гандикапа потряс его наверху. George came back and with the beer paused while a handicap signal shook him up. А потом он снова сел. And then he sat down again. «Ты плакала», — сказал он Хизел. You've been crying, he said to Hazel. «Ага», — сказала она. Yup, she said. «А как насчет», — сказал он. What about? He said. «Я забываю», — сказала она. I forget, she said. «Что-то очень грустное по телевизору». Something real sad on television. «Что это было», — сказал он. What was it? He said. «В моей голове все перепутано», — сказала Хизел. It's all kind of mixed up in my mind, said Hazel. «Забудь о грустных вещах», — сказал Джордж. Forget sad things, said George. «Я всегда так делаю», — сказала Хизел. I always do, said Hazel. «Это моя девочка», — сказал Джордж. That's my girl, said George. Он вздрогнул. He winced. Раздался звук клепки пистолета в голове. There was the sound of a riveting gun in his head. Гаррисон Бержерон, Курта Воннегута-младший. Гаррисон Бержерон, by Kurt Vonnegut Jr. Я мог сказать, что один из них был Дузи, сказала Хизел.
Gee, I could tell that one was a doozy, said Hazel. Ты можешь повторить это еще раз, сказал Джордж. You can say that again, said George. Джи, сказала Хейзел. Gee, said Hazel. Я могу сказать, что один из них был Дузи. I could tell that one was a doozy. Конец. The end. 1961. 1961. Для еще больше видео. For else more videos. Пожалуйста, поддержите канал. Please support the channel. Нравится. Like. Подписываться. Subscribe. Донат. Donate. Ссылка в описании. Link in description. Конец прослушивания.